Всем привет! В наше трудное время, так как мы не знаем, сколько мы будем сидеть дома, по вашей просьбе я решила вам записать, как покраситься в домашних условиях. Колорбоксы я, естественно, вам соберу. И здесь остается только сама техника нанесения. Что мы с вами делаем? Мы красим обязательно на сухие волосы. Видите, в миске у меня, естественно, краска. Вы помните, как я вас крашу, да? Всегда из мисочки с кисточкой в перчатках одеваете пеньюар. Делите свои волосы сухие на 4 части. То есть это называется разделение луковичкой у нас. И начинаем по проборчикам красить. Сначала мы начинаем, естественно, у лица. То, что мы видим, видимую зону. Здесь легче всего. Затылок будет сложней. Но вы стараетесь все равно брать прядки не более полусантиметра толщиной. Девчонки, у кого седины побольше и у кого, скажем так, блонд серия окрашивания в светлые цвета спецблондами, вы, пожалуйста, берите проборчики еще меньше, миллиметра 3. Это для того, чтобы прокрасилось хорошо. Потому что сложные работы, такие как спецблонды и окрашивание седины, требуют краски все-таки много. Но не чтобы капала, а именно густо положенная краска. Вы промазываете всю половину у лица, первую, 1/4 часть волос. Обязательно мажете за ушками. Видите? Краевую линию у лица. Второй раз обязательно я тоже промазываю. Это все я делаю для того, чтобы ничего не пропустить, никаких темных пятнышек, чтобы не осталось. И плюс еще у лица достаточно сложная седина. Она всегда бликует и быстрее всего вырастает. Поэтому старайтесь у лица хорошо прокрасить волосы. Значит, вы также красите вторую часть. Начинайте с любой. Хотите с левой, потом на правую переделайте у лица. Хотите с правой, потом на левую. Это все как вам удобней. Как вам лучше видно, так и красьте. И обязательно берете зеркало и смотрите, как вы прокрасили себе вот это вот боковые зоны за ушками. Все это обязательно смотрите. После того, когда вы стали довольны результатом, начинаем с вами красить затылочную часть. Вы помните, у нас там тоже разделение идет на 2 зоны. Я стараюсь красить симметрично. Лево-право, право-лево. Сейчас вы это увидите. Также старайтесь брать тоненькими прядями. Видите, пряди у меня достаточно такие тонкие, они просвечиваются. Пряди должны быть не более полусантиметра. Берете зеркало после того, как вы покрасили, и посмотрели результат. Потому что если у лица хоть как-то что-то видно, то на затылке нет. Видите, здесь я без зеркала пока крашу, потому что я еще хотя бы что-то вижу. То есть, насколько вы видите, можете красить без зеркала. Но не забывайте, обязательно сбоку, с затылка на себя смотрим после того, как разделили прядь и прокрасили. Прокрасили ряд. Взяли зеркало, посмотрели. Вот смотрите, видите, я посмотрела, прокрасила. Все вроде хорошо. Но видите, не знаю, куда зеркало деть. Вот, посмотрела снова. Все, да, мне все понравилось. Значит, смотрите, здесь не очень видно, но когда вы разделяете прядь и наносите краску первоначально, вы пальчиками будете чувствовать свой пробор. Понимаете, попасть краской на пробор, не видя, очень сложно. Поэтому ваши пальчики, они вам помогут. То есть вы сами понимаете о том, что у нас как бы есть чувствительность пальчиков. И вот вы кисточку именно направите на свои пальчики. Где у вас лежат они показывают проборчик. И красьте прям по пальчикам. Положили свободную руку на пробор и по ней начали красить. Там ваш проборчик. Но на всякий случай обязательно после каждой покраски проверяете свою прокрашенную линию. Видите, я прокрасила ряд, проверяю, все ли мне нравится. И дальше поехала. Не ленитесь, пожалуйста. Обязательно посмотрели.
Все, видите, вот лишние волосы я подняла, чтобы лучше было видно. Теперь вы прокрашиваете еще раз краевую линию полностью, а затем вы идете в обратную сторону. Обязательно это контрольная прокраска. Видите, сначала я шла сверху вниз, теперь я иду снизу вверх. Это для того, чтобы у вас был уже точно стопроцентный результат. Здесь проборчики можете брать побольше, как у вас получается. Не забывайте пальчиками на пробор, пальчики свободной руки ставьте, подносите кисточку на руку, и у вас получится не промахнуться. Я вам показываю, видите, я все прокрашиваю. Там у меня мои пальцы держат пробор, поэтому я точно знаю, что я не промахнулась. Видите, вот пальчиками пробор держу. И кисточку прям по пальчикам мажу краску. Все, затылок я прокрасила. И теперь переходим с вами к лицу. Здесь уже все видно. Откиньте, пожалуйста, волосы в какую-нибудь одну сторону, чтобы вам они не мешались. Вот у меня, видите, достаточно длинные волосы, поэтому они не закрывают весь обзор. И я, конечно, убрала их в сторону. Вот видите, промазываю я теперь топ-зону. Дошла до челки. Прокрашиваю еще раз. Краевую линию обязательно прокрашивайте хорошо. И перешла на виски. Все делаем зеркально. Сделали с одной стороны, перешли на другую. Когда все закончите, не забывайте, пожалуйста, о времени выдержки. Сразу мы не идем смывать. Если у нас нет с вами седины, у нас тонирующая краска 20 минут держим. Если у нас обычная краска 30 минут аммиачная. Если у нас седина 40-45 минут. Если у нас спецблонд 50.